Если из-под колес своего автомобиля вы стали слышать разные скрипы и попискивания, скорее всего, в большинстве случаев это попискивает сигнализатор износа тормозных колодок. А значит, пришла пора проверить свою тормозную систему. Вот так было, а так стало. И если замена передних тормозных колодок не представляет особого труда, в сети полно видео по тому, как это можно делать, в том числе и у меня. Ссылочку на видео я оставлю в описании. И все тот же самый процесс замены тормозных колодок сзади, как и спереди, если у вас механический стояночный тормоз. Ну а если у вас современный автомобиль, который оснащен электрическим стояночным тормозом, то здесь процесс немного отличается. Ведь очень многие писали мне в комментариях, когда я буду менять тормозные колодки задние, ведь у них также подходит время той самой замены. В основном страхи замены колодок самостоятельно я понимаю так, что люди боятся поломать тот самый электромоторчик, потому что не знают, как с ним работать, и понаделать ошибок, которые будут потом в мозгах машины, которые придется, возможно, даже переобучить, чтобы тормозные колодки снова заработали. Как это все сделать и как не наделать этих лишних ошибок, я также покажу в этом видео. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Сергей Перетягин, и я рад вас приветствовать на своем авторском канале, где делюсь своим опытом. А для всех моих подписчиков огромный и пламенный привет. И как всегда, сейчас я переоденусь в рабочее, и мы продолжим. О всех инструментах, которые мне понадобятся, я буду говорить в процессе. Одеваем перчатки для защиты рук. Поддомкрачиваем автомобиль. Поставлю под колеса упора для безопасности. Снимаем колесо. Я воспользуюсь для откручивания своим гайковертом. Обзор на него есть ссылочкой в описании. Колесо лучше всегда бросить под машину. Опять же, все в угоду безопасности. Вот в таком состоянии наш тормозной суппорт. Колодки мы сейчас еще сможем оценить. И вот здесь находится наш электромоторчик. Находим внизу штекер. Снимаем защитную резинку. Снимаем штекер. И, кстати, после того, как мы сняли вот этот штекер, ни в коем случае не нажимайте ни на педаль, ни на кнопку тормоза. Металлической щеточкой я уже немного тут зачистил. Основные элементы — это болты, которые мы будем скручивать. Всегда их прочищаю, и немножко можно даже замочить ВДшкой. И самым первым болтом будет вот этот вот на 15, который удерживает тормозной шланг. Тормозной шланг здесь в сильном напряжении, поэтому он не даст нам снять скобу, пока мы его не открутим. Вот так лучше. Теперь, как видно, у направляющих вот эта вот часть резиновая. И на конце находится заглушка. Снимаю ее. То же самое снизу. А внутри, чтобы выкрутить, здесь находится болт под шестигранник. И меня ждало удивительное разочарование, потому что Jonas Way имеет в своем комплекте 5, 6, а дальше сразу 8. За место семерки здесь заглушка. Но зажидил, похоже, семерку для меня Jonas. Поэтому пришлось пойти и купить целый набор. Вот, дело техники. Здесь у них 7 оказался. Да, с головкой было бы, конечно, намного удобнее. Так что, если соберетесь такое делать самостоятельно, позаботьтесь об этом заранее. И для меня было, конечно, сюрпризом, что здесь на 7 мм, и что у меня такого нет. Ладно, покрутим.
Снимаю направляющие. Все зачистим. Все смажем, все будет отлично. Снимаем эту стопорную скобу. И после этого легко снимаю сам ступор. Не так легко, конечно, одной рукой, но в вашем случае будет полегче. Одна из колодок уже прикисла. Конечно, ходить она не будет. Возможно, перегрев колеса и повышенный расход топлива. Тоже, кстати, от этого. Одна из причин, наиболее частых. Отлично. Судя по фрикционному слою, колодочка еще могла бы поездить, но на новый диск, а такой диск я здесь не оставлю, я буду ставить только новые колодки. И сразу давайте запомним, что колодка с пружинкой, она идет с внутренней стороны, а с внешней колодка без пружинки. Да, здесь видно, как неравномерно стачивалась колодка. И вот видно, откуда наш скрип. Заподлицо с этим сигнализатором износа. Отлично. Причина установлена. Осталось только все зачистить и поставить новые детальки. Далее мне нужно снять вот эту скобу. Она держится всего на 2 болтах с головкой на 14. Сверху и снизу. Сняв эту скобу, я без труда уже смогу снять сам тормозной диск. Кстати, да, он не прикис, он легко снимается. Но если бы у меня с этим были бы проблемы, не обязательно брать молоток и стучать по нему, потому что можно расколоть, ну, в случае, если нужно обслужить, и этот диск также поставить обратно на место. Или там повредить его, если не расколется, то, может быть, волнами пойдет. Ну, ни к чему это. Вот здесь вот есть отверстия. Они с резьбой. Для этого достаточно взять вот такой вот обычный маленький болтик. Вкручивая сюда, выдавливается сначала одна сторона, потом другая, либо сразу одновременно, если 2 болта. И с легкостью вынимаем наш замечательный диск, который отработал, я напомню, 106,5 тысяч. Ну да, вот, видите как. Ага, ржавчина пошла, коррозия. И она растет, пыль накапливается на ней, и вот таким вот слоем. Буртик достаточно немаленький появился. Да. Не вздумайте его стачивать. Такой диск только на выброс. Ну, я имею в виду, сдать можно металлолом. Весит он, наверное, 4,5-5 килограмм. И смотрите, вот насколько сильно въелось. Сейчас вот так вот покажу. Угу. Видно, надеюсь. Ну, теперь, сложив дважды 2, можно понять, да, что вот этот нарост, он как раз и позволял вот выходить каким-то скрипом, потому что вот этот, возможно, даже буртик, он уже цеплялся за какие-то металлические части, в том числе и, конечно, наш сигнализатор износа. Все. Под замену. Кстати, вот даже какая-то трещинка образовалась. Кстати, когда я менял передние тормозные диски, там, получается, 24 миллиметра, а минимальная толщина 22. То есть, когда по миллиметру с каждой стороны уже будет сточено, уже диск нужно менять. Итак, новый диск имеет 17 миллиметров толщину. И у него здесь отмечено, что минимальная, надеюсь, камера покажет, вот, минимальная толщина 15 миллиметров. Кстати, кто не знал, что вот это вот за такие полоски, это вот места перегрева. То есть, когда уже настолько было раскаленное, возможно, это колесо грелось, я почему-то не замечал этого. Но так как мы видели, что одна из колодок вообще закисла, вот, захрясла. И, я думаю, она постоянно немного вот притормаживала колесо, от этого сильно нагревала, и вот вам, пожалуйста, перегрев. От этих перегревов, конечно, тормозной диск уже теряет свои свойства,
может деформироваться и появиться вот такая вот легкая вибрация при торможении на больших скоростях, особенно чувствуется. Все зачистил и даже немного подкрасил. Вот такой вот краской Raptor с защитным покрытием. Кстати, заметил, что через нее рыжики не проходят. И еще был вопрос такой, ведь она не жаростойкая, поэтому как она себя поведет при нагреве? Ничего, прекрасно себя ведет, так что одни положительные эмоции. А теперь у нас самый интересный момент. Для того, чтобы нам все собрать обратно и установить новый диск и новые тормозные колодки, нам нужно утопить вот этот цилиндр. Но его не получится утопить так же, как обычный классический цилиндр, потому что здесь вот этот электромоторчик, и он как по спирали, как по резьбе крутится и тем самым втягивает, либо наоборот выдвигает этот цилиндр. И если его просто давить, допустим, струбциной, то, ну, наверное, только сломать можно. Поэтому есть три варианта. Первый вариант — это прикупить специальный сканер, который имеет возможность входить в режим сервисного обслуживания тормозных колодок, и тем самым там нажатие одной клавиши виртуальные, они разожмутся, и можно будет обслужить, поменять тем самым тормозные колодки, а потом точно так же одним нажатием тормозные колодки обратно примут свою позицию. Отличный вариант, очень дорогой. И я не знаю, даже, наверное, не в каждом сервисе есть такие сканеры. Следующий вариант, такой, какой выбрал я. Крайне бюджетный вариант, но очень действенный должен быть, потому что вот оно, специальное приспособление для утапливания тормозных цилиндров. Автодело, не помню сколько, но недорого стоил весь этот комплект. Сейчас покажу, как им пользоваться. И, кстати, предназначено для автомобилей Audi, Volkswagen, Seat, Skoda и других. Шкоду сюда записали, а вот Subaru нет. Я думаю, что это дело можно исправить, потому что я увидел? А теперь смотрите, на самом цилиндре есть такие ямки, выпуклости, специально для вот этих усиков. Но вот эти усики не подходят. То есть они, получается, слишком близко расположены. Но не стоит так расстраиваться быстро, потому что, перевернув эту плашку, наши усики стали совпадать. Вот они. Один в один. Устанавливаем пластину и начинаем утапливать наш тормозной цилиндр. Но если по какой-то причине вы не смогли найти такое устройство, то можно воспользоваться и обычной струбциной, утопить цилиндр, но для этого понадобится в этот моторчик плюс и минус взять напряжение, допустим, с аккумулятора, или можно с джамп-стартера. Тогда он будет проворачиваться, и можно без проблем будет обычной струбциной его туда вдавить. То есть попробовать методом тыка плюс-минус, если он будет выдвигаться наоборот, поменять полярность, соответственно, будет заходить внутрь. Выставляем пластину. Фиксируем ее и начинаем утапливать. То есть прокручиваем по часовой стрелке. Не сразу я сообразил, но нужно не просто прокручивать вот эту ручку, да, то есть само вращение цилиндра производить, но и поджимать его каждый раз вот этой вот гайкой. Тем самым мы втапливаем цилиндр внутрь.
Все, я дошел до предела, он уперся, утапливаю до конца. И вуаля, наш цилиндр полностью утоплен. Можем теперь ставить сюда новый тормозной диск, новые колодки, проблем не возникнет. Диск и колодки я буду устанавливать Циммерман, потому что я устанавливал такие наперед, и мне они очень понравились. Никаких скрипов, отлично тормозят, не греются, поэтому и назад я поставлю такие же. Также мне нравится, конечно, что они прокрашены, поэтому коррозии уже такой не будет. Но даже если они прокрашены, любые диски перед тем, как установить, нужно будет прочистить, промыть очистителем тормозов, либо любым другим спиртосодержащим составом. Устанавливаем скобу обратно и закручиваем болтами. Скобу я протянул, можно устанавливать тормозные колодки. Единственное, что вот эти вот ушки желательно смазать. Я смазываю вот такой силиконовой смазкой. Считается одной из самых лучших. Много не нужно, буквально чуть-чуть. Только для лучшего скольжения. И как помните, тормозную колодку с пружинкой мы устанавливаем с внутренней стороны. Без пружинки с внешней. Теперь устанавливаем сам суппорт. Сами направляющие я зачистил и тоже немного смажу силиконовой смазкой. Не забываем устанавливать обратно колпачки. Вид просто потрясающий. Я так доволен проделанной работой. Теперь можно обратно ставить колесо и проверять. Но перед этим не забываем поставить обратно этот штекер. А также затянуть болт крепления тормозного шланга и установить на место скобу. Одной рукой это сделать не смогу, но я специально акцентрирую внимание на том, что нужно все проверять и перепроверять.
Ну что ж, вот и все. Работа сделана, результатом я доволен. Осталось только завести машину и проверить, что никаких ошибок не появилось. И еще один момент. Перед тем, как трогаться, конечно, нужно прокачать тормоза. Еще один совет. Так как у нас новые тормозные диски, новые тормозные колодки, нужно, чтобы они хорошо притерлись друг к дружке и научились вместе слаженно работать. Поэтому первые 10 километров торможение должно быть плавным, без резких экстренных торможений. И далее, после 10 километров нужно разогнать машину до 60 и осадить до 15. Потом снова разогнать до 60 и осадить до полной остановки транспортного средства. Тем самым мы научим наши тормозные диски и колодки тормозить. Если у вас ощущение, что электронный стояночный тормоз недостаточно хорошо держит колеса, и либо есть желание как-то его обучить после, то можно выбрать хорошую горку с хорошим уклоном и включить помощника при спуске, при подъеме. Тем самым он не даст откатываться и автоматически найдет то нужное положение, которое ему необходимо для того, чтобы машина не откатывалась. Тем самым запомнит его, и все будет нормально. Еще раз хочу сказать, что результатом я крайне доволен, процесс мне тоже очень понравился, я думаю, что справится любой. И если вам тоже понравилось, поставьте большой палец кверху, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока!